Если собираетесь ехать в Вала Бавара, то это видео для вас. Постараемся рассказать кратко и по существу. Всю конкретику про отель мы расскажем в начале фильма, а впечатления и эмоции от отдыха оставим уже на конец. Вас могут ввести в заблуждение постановочные фотографии отеля, где солнце, пляж и бассейн на крыше. Это все есть, но с небольшой поправкой. Вала Бавара отличается от большинства отелей тем, что является городским отелем. Не отдельно стоящий комплекс, а серия зданий, расположенных прямо на одной из улиц Пунта-Каны. Корпусов в отеле 4. Первый расположен на пляже, второй следом за ним. Потом идут ресепшн и основной ресторан, а после будет корпус номер 3. И самый дальний 4 во время нашей поездки был выделен для потенциально зараженных ковидом. Заселение было в 3 часа, и раньше никого не селили. Чемоданы разрешили складывать в камеру хранения справа от регистрационной стойки, но к общему удовольствию надевали гостям браслеты на все включено. Заселяемся в номер. Он во втором блоке номеров, то есть его начало цифра 2, 2218. Мы считаем, что с номером нам повезло. Он выходил своим большим балконом на первый корпус и даже имел небольшой боковой вид на море. А также отсюда иногда можно было поглазеть на занятия йогой у первого бассейна. Бассейн возле первого корпуса был самым активным в течение дня и после 11 вечера, когда в отеле закрывались все бары, кроме расположенного здесь. Все, кому необходимо было добавить, собирались возле этого бассейна. У второго корпуса бассейн располагался прямо за ресепшеном и, как правило, был оккупирован детишками. Возле третьего корпуса бассейн был популярен вечером, вокруг него проходила анимация и дискотека. А дальний, одинокий бассейн возле четвертого корпуса мы просто специально сходили сфотографировать на память. Но настоящим королем здешних бассейнов и, пожалуй, самой яркой фишкой отеля является бассейн на крыше первого корпуса с панорамным видом на пляже Пунта-Каны. Вот такой вид из бассейна на крыше. Первые несколько минут подплывать к стеклянному бортику страшновато, но потом привыкаешь и любуешься невероятными пейзажами окрестных пляжей. Гуляющие по пляжу туристы из соседних отелей смотрят на небесных купальщиков с легкой долей зависти. Возле бассейна на крыше есть небольшой скайбар, где можно отведать стейков и суши, но в комплекс «Все включено» он не входит. Интернет в отеле доступен по номеру комнаты. Чтобы сократить количество всевозможных прикосновений, все меню и проспекты в отеле заменили на QR-коды. А чтобы все гости могли их считывать, то интернет сделали бесплатным. Так что, можно сказать, нам повезло с интернетом в чем-то благодаря ковиду. Работающих баров было 2. Первый называется «Орхидея» и расположен возле третьего корпуса, а также был снэк-бар возле первого бассейна. Снэк-бар по дороге на пляж. Такие вкусняшки здесь готовят.
Нам уже приходилось видеть представления аниматоров в других отелях Пунта-Каны, таких как Occidental Caribe и Barcelo Bavara Beach. Сегодня у нас в отеле делегация во главе с Нефертити. Поэтому с большой долей уверенности можем сказать, что анимации в Вала Бавара просто нет. Здесь по вечерам проводят обычную дискотеку, которую иногда дополняют несколькими конкурсами. Национальное блюдо доминиканцев – суп санкочо. Вот так он выглядит. Будем сейчас его тестировать. Питание, которое предлагал ресторан, нам понравилось. Всего было достаточно, еда была разнообразна, особенно запомнились национальные доминиканские блюда, а также паэлья на большой сковороде. Новогодний же стол был выше всяких похвал. Было видно, что отель хочет порадовать своих гостей праздничной кухней. Поэтому на следующий день после новогодних угощений мы чувствовали себя так. Твой обед на третий день, все включено. Уже ничего не хочется, хочется только супчика горяченького, да с овощами. Наш отель запомнился тем, что несмотря на обилие водорослей, которые приносил океан, их регулярно убирали, и наш пляж был одним из самых чистых в округе. Иногда сюда заходили переносные магазины одежды, а по выходным приезжали полицейские на квадроциклах и в 12 часов дня загоняли всех внутрь, поскольку такой тут был комендантский час. Закатное солнце в Пунта-Кане творит чудеса. Небо играет самыми разными красками. Приближается вечер, и на пляже проходит подготовка романтического ужина. Лангусты с шампанским для какой-то молодой влюбленной пары. Свечи уже лежат здесь. Мальчишки из отеля готовят стол. Пляжи Пунта-Каны у некоторых вызывают по-настоящему щенячий восторг от своего вида. Мы надеемся, что вы подпишетесь на наш канал и оставите в комментариях свое мнение об увиденном. Обязательно путешествуйте. Вы удивитесь, но для первой поездки в Пунта-Кану мы не порекомендуем этот отель. Тех, кто едет в Доминикану впервые, чтобы понять масштаб и качество здешнего отдыха, надо удивить размахом огромного пятизвездочного отеля с фантастическими пальмовыми рощами, огромными ресторанами и суперкрутыми шоу-программами. Вала Бавара хорош для второй или даже для третьей поездки, когда захочется погулять по улицам Пунта-Каны, выделить несколько дней на экскурсии по острову, но при этом жить возле красивейшего пляжа. Но самое главное, сюда хорошо приезжать за новыми друзьями, с которыми можно отлично провести время, любуясь красотами Доминиканской Республики.